привет! Сегодня я хотела бы поговорить с вами о финских детских садах, рассказать какие-то основные моменты, поделиться немножко своим опытом. Если вам интересно, то продолжайте смотреть. Итак, как правило, финны отдают своих детей в детские сады где-то в возрасте 8-9 месяцев. Именно в это время заканчивается декретный отпуск. Возможно, вы подумаете, а не рано ли? 8-9 месяцев, как правило, ребенок еще не ходит. На самом деле нет. В местных садах есть те условия. То есть пока ребенок находится в помещении, проблем вообще никаких. Когда же наступает время прогулки, то у детского садика есть либо своя коляска, либо вы оставляете коляску, либо же воспитатель все время прогулки держит ребенка на руках. Таким образом, получается, что ребенок находится в группе с другими детьми, ребенок дышит свежим воздухом, но он не ползает по грязи, по воде, а находится в сухом безопасном месте. Как же происходит подача заявления? За 4 месяца до предполагаемой даты начала посещения детского сада вы должны оставить заявление. Внизу я укажу сайт, через который можно подать такое заявление в городе Лаппeenranta. В каждом городе это свой сайт. В заявлении вы указываете основную информацию о ребенке и его родителях. Также какие-то медицинские показания, предпочитаемые садики или садик, если у вас он один, а также дату начала посещения детского сада. В нашем случае произошло небольшое недопонимание, потому что я считала, что дата начала посещения детского сада – это тот первый день, когда ребенок приходит с матерью. Но на самом деле оказалось, что дата начала посещения детского сада – это тот первый день, когда ребенок остается один в саду. После того, как вы заполнили всю эту информацию, вы нажимаете «Отправить», и, как правило, на следующий день, или, может быть, через день, с вами связываются из детского сада, говорят о том, что ваше заявление принято, и что они позже с вами свяжутся уже ближе к дате начала посещения детского сада. После того, как проходят эти 4 месяца, вы уже созваниваетесь, договариваетесь о времени, когда вы приходите первый раз с ребенком. Надо сказать, что перед началом посещения детского садика не нужно сдавать никаких медицинских анализов. Ребенок идет по своему медицинскому плану, посещает неволу. Невола – это медицинское учреждение, которое совмещает в себе функции женской консультации по части ведения беременности и детской поликлиники. На русский язык можно перевести как «совитальня». То есть никаких дополнительных справок не надо. Итак, в первый день вы приходите с ребенком просто ознакомиться с местом. Как правило, первый визит длится где-то час. За это время вам показываются комнаты, игровые, спортивные залы, показывается площадка, вы знакомитесь с воспитателями, узнаются ваши предпочтения ребенка, ваше предпочтение, естественно, по времени. Конечно, основной упор делается на предпочтениях ребенка. И по истечении этого часа вы уходите домой. Далее, как правило, весь период адаптации длится где-то неделю, то есть 5 походов в детский сад. За это время ребенок успевает привыкнуть к новому месту, привыкнуть к воспитателям. И когда наступает время остаться ребенку одному в детском саду, уровень стресса значительно снижается, потому что, находясь в детском саду с ребенком, вы через свое поведение должны показать ему, что это безопасное место. А это те люди, которым вы доверяете. Тем самым ребенок уже будет знать их, знать место, и уровень стресса будет снижен. Когда наступает время ребенку остаться одному в детском саду? К этому времени вы должны будете уже принести памперсы, если они нужны, сменную одежду для игр внутри помещения и также для прогулки. Что я имею в виду под сменной одеждой? Это в основном, конечно, такой резиновый костюм, который надевается поверх комбинезона и позволяет ребенку играть и находиться на улице даже во время дождя. Потому что в Финляндии дождь или
снегопад не всегда является причиной для отмены прогулки. Также какие-то, может быть, лекарства, если врач указал, что их нужно давать и во время посещения детского сада. Ну а также это такие постилочки. Они из ксилитола, и их дают после каждого приема пищи детям. То есть на стол ставится такой подносик, где вот эти вот баночки, и каждая баночка подписана. И надо сказать, что все, что вы приносите, оно подписывается. То есть вы подписываете упаковку памперсов, вот эту вот баночку с постилками, вы подписываете всю одежду. И в Финляндии, так как сильно развита, скажем так, вторая жизнь детских вещей, даже производители специально делают несколько строчек на лейблах детской одежды, чтобы не только один ребенок мог использовать эту вещь, но и, как правило, не больше 3, потому что потом все-таки уже вещь выкидывается. Что еще хочу сказать, это что если вдруг ребенок промок во время прогулки, то ничего страшного, его одежда берется и кладется в сушильный шкаф, который находится в общем доступе. То есть, допустим, если вдруг так произошло, что ребенок пришел в садик и у него верхняя одежда мокрая по какой-то причине, то вы сразу же кладете ее в сушильный шкаф. Просто в этом случае надо сказать воспитателю о том, что вот одежда будет не висеть на крючке, а вы сможете найти ее в сушильном шкафу. И также после прогулки, если вдруг что-то промокло, она сушится. И к тому моменту, когда вы приходите забирать ребенка, уже, как правило, вещь сухая. Когда вы приходите за ребенком, то воспитатель рассказывает вам, как прошел день, чем занимались дети, какие были удачи или какие были проблемы у вашего ребенка. То есть вы получаете информацию каждый день. И я хочу сказать, что воспитатели действительно вот так вот болеют за ребенка. То есть если вдруг что-то не получалось, а тут получилось, то они будут радостны. Не просто говорить там, он пошел, а так, представляете, сделал первый шаг, представляете, вот я считаю, что это хорошее отношение, и дети, наверное, это чувствуют. Чем же дети занимаются в детском саду? Они, как правило, играют, не поверите. Причем в нашем детском саду есть 2 комнаты, получается, для игры. В первой комнате лежат игрушки, то есть это машинки, куклы и так далее. А во втором помещении стоят кухни, лежат овощи, то есть второе помещение имитирует дом. Там дети учатся ведению хозяйства, даже в таком юном возрасте. Также в детских садах есть спортивные залы, где ребенок может побеситься и сбросить энергию, сбросить негатив. Там есть, как правило, трамплины, какие-то горки, маты, спортивный инвентарь, кольца, мячики, массажные, знаете, такие коврики, по которым нужно идти, и маленькие иголочки массируют вам руки и ноги. В подобных спортивных залах дети находятся босиком, чтобы в процессе использования спортивного инвентаря еще и получать такой массаж. Когда же ребенка нельзя вести в детский сад? Ребенка нельзя вести, когда у него температура. То есть необходимо, чтобы у ребенка не было температуры 1 день. Тогда можно его приводить. Насморк, кашель не является причиной не пойти в детский сад. И когда я спрашивала у воспитателя, говорю, когда же ребенка нельзя приводить в детский сад? Мне сказали, когда у него температура и когда он не может. То есть, когда он такой вялый, квелый, по каким-то причинам, может быть, отравление, еще что-то, вот тогда тоже нельзя. Но если у ребенка вдруг вши, вести его можно. Но в этом случае все остальные родители получат информацию о том, что в группе вот у одного ребенка вши, не назовут, конечно же, и далее они уже сами будут решать, вести своих детей или нет. Что касается оплаты. Оплата происходит раз в месяц и полностью зависит от общего дохода родителей. Вилка составляет от 24 до 290 евро за
месяц при нахождении ребенка целый день. По поводу длительности нахождения ребенка в детском саду следует сказать следующее. Если оба родителя работают, ребенок может находиться в саду полный рабочий день. Если один из родителей не работает, ребенок может максимум находиться в детском саду половину дня. Если один родитель работает, а другой ходит, допустим, на курсы, то ребенок может находиться в детском саду, когда проходят эти курсы. То есть, если они длятся больше половины дня, то ребенок может находиться Ну и, соответственно, в этом случае стоимость будет меньше. Что еще хочу сказать, что на самом деле это время нахождения ребенка в детском саду, как я сказала, оно рассчитывается за месяц. То есть, если так получается, что сегодня ребенок будет целый день в детском саду, а завтра, допустим, вы проведете целый день с ребенком, все это возможно, но за месяц ребенок не может провести в саду больше 45 часов. Это в случае, если хотя бы один из родителей не работает. Итак, это все. В следующем видео я хотела бы сравнить финские детские сады с детскими садами России и Германии. Есть несколько отличий, которые мне кажутся интересными. Так что, чтобы не пропустить, нажмите на кнопку подписаться. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк или делайте репост. Если у вас были какие-то другие впечатления о детских садах Финляндии, или вы хотите поделиться своим опытом, то пишите в комментариях, мне будет интересно почитать. Ну а, повторюсь, на этом все. Надеюсь, что вам было интересно, и до встречи! Driving down the wrong road, playing games and feeling low, messing with my mind. How'd you do it this time? Don't know where it all goes, leaving me behind.